Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я приготовила вот такую вот замечательную модель слитков. Вяжется несложно, выглядит очень красиво и эффектно. Связано вот таким вот интересным узором. Недавно на моем канале вышел мастер-класс по вязанию данного узора. Если кого-то заинтересовал отдельно узор, можете перейти по ссылке, она находится под видео ниже в инфобоксе. В данных слитках имеется один шов, он располагается по задней части слитка. Совсем он не заметен, очень красиво все смотрится. Слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3,5 мм. Прежде чем приступать к вязанию, давайте разберемся с принципом вязания данной модели слитков, чтобы вы смогли по данному видео эти слитки связать на любой размер вашей ножки. Слитки вяжутся вот из такой вот заготовочки. Я вяжу свои слитки на размер ножки 38, но пряжа очень хорошо тянется. И данные слитки подойдут на размер ножки от 37 до 39. Но вы можете связать их на любой размер ноги. Изначально я вывязала небольшую резинку. Резинка моя составляет примерно 3 сантиметра. Затем манжет вывязала. Манжет вместе с резинкой 8 сантиметров. Далее этим же узором я продолжила вывязывать мысок и сделала платочными дорожками уже без узора убавления петель на пальчике. Получается, вместе с убавками моя заготовочка 18 сантиметров. Длина данного мыска регулирует размер вашей ножки именно до убавления петель. Если вам надо слитки на больший размер ноги, именно до убавления петель, вы вяжете длину вашего мыска длиннее, нежели чем у меня. И соответственно, когда вы будете поднимать петли по контуру вашей заготовки, у вас петель по краям мыска получится больше, чем у меня. И соответственно, размер вашей ножки получится больше. Если вам нужно связать данную модель слитков на меньший размер ноги, тогда именно длину данного мыска вы вяжете меньше, чем у меня. И соответственно, когда вы будете поднимать петли по контуру вашей заготовочки, у вас будет петель меньше, чем у меня, и соответственно размер слитка у вас также получится меньше. Но если вдруг вы не очень ориентируетесь, сколько вам нужно связать мысок ваш в длину, провяжите его столько же, сколько и у меня, и примерьте на вашу ножку. Длина вашего мыска должна закрывать полностью мизинец вашей ноги. И если длины вашего мыска вам не хватает, тогда соответственно вяжите его длиннее. Если для вашей ножки великовата длина вашего мыска, тогда можете распустить вот буквально пол раппорта, и соответственно размер слитка у вас получится меньше. После того, когда вы определитесь с длиной вашего мыска, мы будем вместе с вами делать убавление петель на пальчике. Далее получается, мы поднимаем петли по контуру нашей заготовки и вывязываем подъем слитка. Подъем у меня примерно будет составлять 3 сантиметра. Далее нам останется вывязать цельновязанную подошву, сделать убавление петель для пяточки и сшить одним швом данную заготовочку. Надеюсь, что принцип вязания данных слитков вам понятен. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас наберу 45 петель. Первый ряд у нас будет идти по изнаночной стороне. Это для того, чтобы по изнанке у нас край был вот такой вот узелковый, с лицевой стороны была аккуратная косичка. Первая кромочная петля на протяжении всего вязания будет сниматься, не провязывая. И далее буду я вязать 1 лицевая петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И так, чередуя 1 лицевую и 1 изнаночную петлю, я вяжу весь ряд.
И у нас получается резинка 1 на 1. Последняя петля на левой спице будет постоянно провязываться изнаночной петлей, так как она у нас является кромочной. Переворачиваем наше вязание на лицевую сторону и приступаем к вязанию второго ряда. Первая кромочная петля у нас снимается не провязывая, и во всех лицевых рядах мы лицевые петли будем снимать не провязывая, изнаночные петли будем провязывать изнаночными. Получается, изнаночную петлю мы провязываем также изнаночной по рисунку, лицевую петлю снимаем не провязывая рабочая нить за работой. Изнаночную петлю провязываем, лицевую снимаем, изнаночную провязываем, лицевую снимаем, рабочая нить за работой. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем. И таким образом мы провязываем все наши лицевые ряды. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной. Третий ряд у нас идет по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее у меня идет лицевая петля, я ее так и провязываю лицевой. Далее у меня идет петля, которую мы снимали в предыдущем ряду не провязывая. Все эти петли я буду провязывать изнаночными. У нас будет получаться резинка 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. Только провязывайте все петли за правые стеночки петли, чтобы у вас они не получились перекрученными. И таким образом мы будем провязывать все изнаночные ряды. Довязываем ряд до конца самостоятельно таким вот образом. Мы с вами провязали 3 ряда нашей резиночки. Всего мне надо провязать 8 рядов. Далее получается с 4 по 8 ряд включительно вы будете провязывать самостоятельно данную резинку. В лицевых рядах первую кромочную петлю вы снимаете не провязывая, изнаночные петли провязываем по рисунку изнаночными, лицевые снимаем не провязывая, рабочая нить за работой. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, изнаночную провязываем, лицевую снимаем. Так получается, мы провязываем все лицевые наши ряды, довязываем 4 ряд до конца самостоятельно. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и приступаем к изнаночному 5 ряду. Получается, во всех изнаночных рядах первая кромочная петля снимается не провязывая, лицевые петли у нас провязываются лицевыми по рисунку, все снятые петли в предыдущем ряду у нас провязываются изнаночными. И получается резинка 1 на 1. Одна лицевая петля, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. И таким образом вы довязываете 5 ряд полностью до конца самостоятельно. Далее вяжете 6 ряд по лицевой стороне, 7 ряд по изнаночной стороне и 8 ряд по лицевой стороне. Встретимся, когда вы провяжете, получается, 5, 6, 7 и 8 ряд самостоятельно. Я провязала 8 рядов данной резинки. Если померить в сантиметрах, моя резиночка будет составлять 3 сантиметра. И после того, как мы с вами вывязали данную резинку, мы будем приступать вывязывать основной узор нашего слитка. Следок у меня связан вот таким вот интересным двухцветным узором. Раппорт данного узора составляет 6 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Но когда мы будем с вами сейчас вязать первый раппорт нашего узора, он у нас будет состоять не из 16 рядов, а из 19. А второй и все последующие раппорты в высоту будут состоять только из 16 рядов. Получается нулевой,
Первый и второй ряд мы провязываем только в первом раппорте нашего узора. Нулевой ряд у нас будет идти по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли мы должны провязать изнаночными за правую стеночку петли. Таким образом мы провязываем полностью весь ряд. Последняя кромочная петля будет постоянно провязываться изнаночной петлей. Первый ряд у нас идет по лицевой стороне, и первый ряд у нас также провязывается все петли изнаночными. Первую кромочную петлю мы постоянно снимаем, не провязывая, и далее за правую стеночку петли, она у меня располагается снизу под спицей, мы провязываем все петли изнаночными. Второй ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее я провязываю все петли лицевыми за правую стеночку петли. Последняя петля, как мы помним, постоянно будет провязываться изнаночной. Данные ряды, которые мы с вами провязали, это нулевой, первый и второй ряд. Мы провязываем только в первом раппорте данного узора в высоту. Далее мы эти ряды не повторяем. Раппорт нашего узора основного будет повторяться с 3 по 18 ряд. Следующие 4 ряда это 3, 4, 5 и 6 мы будем провязывать ниточкой второго цвета. Прикладываю нить голубого цвета, никаких кончиков я не завязываю. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее все петли я провязываю лицевыми. Желтую рабочую нить ни в коем случае не обрезаем. Таким образом, ниточкой голубого цвета мы довязываем, получается, полностью третий ряд лицевыми петлями до конца ряда. И четвертый ряд по изнаночной стороне мы провязываем все петли изнаночными. Встретимся в начале пятого ряда. Четвертый ряд ниточкой голубого цвета по изнаночной стороне я провязала самостоятельно. Далее мы перекручиваем голубую нить с желтым вот таким вот образом. У нас получается желтая нить поднялась на один ряд. И благодаря этому больших протяжек по данному краю у нас не будет образовываться. Получается, перекрутили две рабочие нити. И далее будем продолжать вязать ниточкой голубого цвета. Получается пятый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжем все петли лицевыми. Довязываем пятый ряд самостоятельно до конца, все петли лицевыми, и шестой ряд также ниточкой голубого цвета вы провязываете все петли изнаночными. Встретимся в начале седьмого лицевого ряда. Шестой ряд по изнаночной стороне я провязала самостоятельно ниточкой голубого цвета, и у нас получается провязанная именно голубым цветом 4 ряда. Далее с края беру ниточку желтого цвета, и следующие 4 ряда я провяжу нитью желтого цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. Смотрите, каким образом мы будем провязывать следующую нашу петлю. Вот наша петля на спице, спускаюсь по дорожке вниз, подхватываю 2 изнаночные дужки петель по этой дорожке сразу под нашей петлей и набрасываю эти 2 изнаночные дужки петель на левую спицу вот таким вот образом. Далее 3 петли, получается 2 желтые и 1 голубую, я должна провязать одной лицевой петлей за нижние правые стеночки. Вот таким вот образом. Далее провязываю 5 лицевых петель.
Данные 6 петель составляют раппорт нашего узора в ширину. Получается, первая петля вывязанная из 3 и 5 лицевых обычных петель. Давайте еще раз повторим. Вот наша петелька на спице. Я спускаюсь вниз по дорожке и подхватываю 2 изнаночные дужки петель. Набрасываю их на левую спицу и провязываю 3 данные петли, получается 2 желтые, 1 голубую, одной лицевой петлей. Далее 5 лицевых. Мы с вами провязали, получается, второй раппорт узора в ширину. Теперь обратно. Под спицей спускаюсь вниз по данной дорожке, подхватываю 2 изнаночные дужки петель, набрасываю их на левую спицу и провязываю 3 петли вместе одной лицевой. 2 желтые и 1 голубая. Нить хорошенько подтягиваем. Далее провязываем 5 лицевых петель. Обратно спускаемся вниз по данной дорожке, сразу под петлей. Подхватываем 2 изнаночные дужки, набрасываем на левую спицу и провязываю 3 эти петли, 2 желтые, 1 голубая, одной лицевой петлей. Далее 5 лицевых петель. Повторяем. Спускаемся вниз, подхватываем 2 дужки изнаночных петель, набрасываем на левую спицу и провязываем как 1 лицевая петля. Далее 5 лицевых петель. Довязываем ряд таким вот образом до конца. В конце, когда у нас остается на левой спице 2 петли, одна петля это петля симметрии и кромочная последняя петля, я также спускаюсь вниз по данной дорожке, подхватываю 2 дужки изнаночных петель, набрасываю на левую спицу и провязываю данные 3 петли одной лицевой. Последняя кромочная петля, как мы помним, провязывается изнаночной. Мы с вами провязали 7-й наш ряд. Вот таким вот образом выглядит наше вязание. 8-й ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли в этом ряду мы должны провязать лицевыми. За правую стеночку петли провязываем все петли без исключения лицевыми. Таким вот образом довязываем ряд до конца. Самостоятельно. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. 8-й ряд до конца самостоятельно я провязала. Теперь перекручиваем 2 наши рабочие нитки, чтобы у нас больших протяжек не образовывалось по данному краю. И следующие 2 ряда я также провяжу ниточкой желтого цвета. Получается, у нас идет 9-й ряд по лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И весь 9-й ряд мы должны провязать изнаночными петлями. За правую стеночку петли провязываем все петли наши изнаночными. Таким вот образом довязываем 9-й ряд до конца самостоятельно, все петли изнаночными. И 10-й ряд мы также провязываем самостоятельно по изнаночной стороне все петли изнаночными за правую стеночку петли, чтобы у нас петли не получились перекрученные. Встретимся в начале 11-го лицевого ряда. Мы, получается, провязали все 4 ряда ниточкой желтого цвета. Далее берем ниточку голубого цвета и с 11 по 14 ряд, то есть 4 ряда, мы провяжем нитью голубого цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной на протяжении всего вязания. Переворачиваем нашу заготовку на изнаночную сторону, и 12-й ряд по изнаночной стороне мы провязываем все петли изнаночными. Первую кромочную петлю я сняла, не провязывая, и далее вяжем все петли изнаночными.
Довязываем 12 ряд по изнаночной стороне самостоятельно все петли изнаночными. Затем 13 ряд также ниточкой голубого цвета мы провязываем по лицевой стороне все петли лицевыми. И 14 ряд ниткой голубого цвета мы провязываем по изнаночной стороне все петли изнаночными. Я самостоятельно провязала все 4 ряда ниточкой голубого цвета, и у нас сейчас по счету идет 15 ряд. Поднимаем по краю нить желтого цвета, и следующие 4 ряда мы провяжем этой нитью. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как меняется цвет рабочей нити. И сейчас мы с вами также должны сделать вот такие вот перемычки. Только их расположить должны мы их в шахматном порядке. Поэтому изначально мы провязываем 3 лицевые петли. Затем мы вот эту вот петлю следующую должны провязать вместе с изнаночными дужками петель. Спускаемся вниз по данной дорожке сразу под петлей. Подхватываем 2 изнаночные дужки петель, переносим на левую спицу и провязываем эти 3 петли одной лицевой за нижние правые стеночки. Таким образом мы с вами из 3 петель вывязали одну. Подтягиваем хорошенько рабочую нить и далее провязываем 5 лицевых петель. Данные 6 петель, одна петля, которую мы вязали с изнаночными дужками петель, и 5 обычных лицевых мы провязываем до тех пор, пока у меня в самом конце на левой спице не останется 5 петель. Получается, повторяем. Спускаемся вниз под петлю по данной дорожке, подхватываем 2 изнаночные дужки петель, переносим на левую спицу и провязываем 3 петли вместе одной лицевой. Далее 5 лицевых петель. Давайте еще раз повторим. Спускаемся вниз по данной дорожке, подхватываем 2 дужки изнаночных петель, переносим на левую спицу и провязываем 3 петли вместе одной лицевой. Далее 5 лицевых петель. Вот таким вот образом у нас располагаются такие вот как соты в шахматном порядке. Далее повторяйте данный раппорт узора в ширину, состоящий из 6 петель, до того, пока у нас на левой спице в самом конце не останется 5 петель. У нас на левой спице остались 5 петель. Получается, обратно спускаемся вниз под петлю по данной дорожке, подхватываем 2 дужки изнаночных петель, переносим на левую спицу, провязываем этих 3 петли вместе одной лицевой. И в самом конце у нас остается 3 лицевые петли и кромочная. У нас получается в серединке по 5 лицевых петель, а сначала и в самом конце 3 лицевые петли. Это для того, чтобы наши вот такие вот ячейки, соты, располагались в шахматном порядке. 16 ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее весь ряд мы должны провязать лицевыми петлями. Перекрутим между собой 2 рабочие нити, чтобы больших протяжек по данному краю у нас не образовывалось. Следующий 17 ряд по лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее весь ряд мы должны провязать изнаночными петлями. Восемнадцатый ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее за правую стеночку петли мы провязываем все петли также изнаночными. Мы с вами провязали все 18 рядов. Это составило раппорт нашего узора. Далее второй и все последующие раппорты высоту вы будете повторять уже с 3 по 18 ряд. Нулевой, первый и второй ряд вы вяжете только один раз в первом раппорте. Далее их не повторяете. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали полностью нашу резиночку.
и связали один раппорт данного узора. Это вот первая ячейка и вторая. Это составляет один раппорт. Далее я свяжу самостоятельно пол раппорта. Это получается с 3 по 10 ряд. И у нас вывяжется весь манжет нашего слитка. На данный момент моя заготовочка в сантиметрах составляет 7 сантиметров. Встретимся, когда вы также вывяжете с 3 по 10 ряд самостоятельно. Я самостоятельно провязала с 3 по 10 ряд второго раппорта. И, соответственно, я вывязала весь мой манжет. В сантиметрах мой манжет составляет 9 сантиметров. Можно ориентироваться, вот одна полоса таких вот ячеек, и вторая полоса это один раппорт, третья полоса это пол второго раппорта. Далее мы должны все наши петли, у меня 45 петель находится на спице, разделить на 3 части. 45 петель я разделила на 3 равные части по 15 петель. Получается, одна часть у меня состоит из 15 петель, вторая часть также из 15 и третья часть из 15 петель. Сейчас я все эти 3 части перенесу на 3 разные спицы. И после того, как мы с вами разделили все наши петли на 3 части, мы с вами будем вывязывать только центральную нашу часть петель. Рабочие нити здесь не обрезаем. Они нам понадобятся, когда мы после мазка будем вывязывать подъем слитка. Сейчас нам надо будет именно в это место для вывязывания мазка присоединить также 2 нити. Берем данные нити либо с середины мотка, либо со второго мотка. Но если вдруг у вас не получается взять ни с середины, ни со второго мотка, тогда можете вот эти вот рабочие нити обрезать, вывязать полностью ими мысок и затем обратно сюда же будем присоединять их. Как вы можете заметить, по мыску у нас сохраняется наш узор, который мы вывязывали в манжете. Поэтому мы просто продолжаем вязать, только получается не на всех 45 петлях, а только на центральных 15 петель. Поэтому все ряды у нас сохраняются, только изменится 7 и 15 ряд, где мы делаем вот эти вот перемычки. А все остальные ряды как вязались, так и будут вязаться далее. Поэтому мы с вами обязательно разберем, как вяжется 7 ряд раппорта и 15 ряд раппорта, а все остальные ряды мы будем вязать с вами самостоятельно в данном мазке до убавления петель. Мы, получается, с вами вывязали 10 рядов второго раппорта. Сейчас мы присоединяем ниточку, в моем случае голубого цвета, и будем вывязывать дальше второй раппорт, начиная с 11 ряда. Только внимательно смотрите, кромочную первую петлю именно в мыске мы постоянно будем снимать, не провязывая. Даже тогда, когда у нас меняется цвет нашей рабочей нити. Это для того, чтобы у нас сохранилось количество кромочных петель. Поэтому сейчас берем ниточку голубого цвета. В моем случае первую кромочную петлю я сниму, не провязывая. Именно в мыске мы постоянно ее снимаем. И далее все петли мы провязываем лицевыми. Это мы, получается, провязываем 11 ряд второго раппорта. Последняя кромочная петля на левой спице будет провязываться изнаночной, так как она у нас является кромочной. Далее 12, 13 и 14 ряд также ниточкой голубого цвета вы вяжете самостоятельно. Получается 12 ряд полностью все петли изнаночными. 13 ряд по лицевой стороне все петли лицевыми и 14 ряд все петли изнаночными. Встретимся в начале 15 ряда и будем делать с вами вот эти вот перемычки с желтым цветом. Я провязала все 4 ряда, получается, ниточкой голубого цвета. Приступаем к вязанию 15 ряда. Берем ниточку желтого цвета. Я ее аккуратненько подвязала к моей рабочей ниточке голубого цвета, чтобы она у нас никуда не соскользнула. Первую кромочную петлю именно в мазке мы будем постоянно снимать, не провязывая.
И далее нам вот эту вот следующую петлю нужно провязать вместе с изнаночными дужками петель. Сразу под петлей спускаюсь вниз по вот этой вот дорожке, подхватываю 2 изнаночные дужки петель, переношу их на левую мою спицу рабочую и провязываю 3 петли одной лицевой петлей. Хорошенько нить подтягиваем. Далее провязываем 5 лицевых петель. Обратно сразу под петлей спускаемся вниз по дорожке, подхватываю 2 изнаночные дужки петель, переносим их на левую спицу и провязываем 3 петли вместе одной лицевой за правые стеночки петель. Хорошенько нить подтягиваем, далее вяжем 5 лицевых петель. Обратно спускаемся вниз по данной дорожке сразу под петлей, подхватываем 2 изнаночные дужки петель, переносим на левую спицу и провязываем 3 петли вместе одной лицевой. Последняя петля постоянно будет провязываться изнаночной, так как она у нас является кромочной. Вот таким вот образом вяжется 15 ряд данного раппорта узора. Далее ниточкой желтого цвета 16, 17 и 18 ряд вы вяжете самостоятельно. Получается 16 ряд по изнаночной стороне все петли лицевыми, 17 ряд по лицевой стороне все петли изнаночные и 18 ряд по изнаночной стороне все петли изнаночные. Данные 3 ряда ниточкой желтого цвета провязываем самостоятельно. Я провязала второй раппорт самостоятельно до конца. Далее сбоку берем ниточку голубого цвета и будем приступать к вывязыванию третьего раппорта нашего узора. Как мы помним, каждый раппорт, начиная со второго, будет начинаться с третьего ряда. И в третьем ряду у нас все петли провязываются лицевыми. Первую кромочную мы постоянно снимаем, не провязывая, и далее все петли мы провязываем лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной. Далее 4, 5 и 6 ряд вы вяжете ниточкой голубого цвета самостоятельно. 4 ряд провязываем все петли изнаночные, 5 ряд все петли лицевыми и 6 ряд все петли изнаночными. Встретимся в начале 7 ряда. Приступаем к 7 ряду. Берем сбоку ниточку желтого цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываем нитью желтого цвета 3 лицевые петли. И следующую петлю мне нужно провязать вместе с изнаночными дужками петель. Спускаемся вниз по данной дорожке, подхватываем 2 изнаночные дужки петель, переносим на левую спицу и провязываем 3 петли вместе одной лицевой. Нить подтягиваем. Далее провязываем 5 лицевых петель. Далее обратно следующую лицевую петлю мне нужно вывязать с изнаночными дужками петель. Спускаемся вниз по данной дорожке сразу под петлей, подхватываем 2 изнаночные дужки петель, переносим их на левую спицу и провязываем 3 петли вместе одной лицевой. Нить хорошенько подтягиваем. И у нас остается 3 лицевые петли. И последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей. Таким образом мы будем с вами вязать все 7 ряды нашего раппорта узора именно для мыска. Далее 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ряд вы вяжете самостоятельно. Получается 8 ряд все петли изнаночные ниточкой желтого цвета, 9 ряд все петли лицевыми и 10 ряд все петли изнаночными.
все 3 ряда ниточкой желтого цвета. Затем, начиная с 11 ряда, переходите на нить голубого цвета и провязываете 4 ряда ниточкой голубого цвета. 11 ряд все петли лицевыми, 12 ряд все петли изнаночными, 13 ряд все лицевые и 14 все изнаночные. Встретимся в начале 15 ряда и вспомним, как мы делали с вами вот такие вот перемычки именно в 15 ряду. Мы с вами дошли до 15 ряда, и сейчас вместе мы с вами провяжем 15 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее следующую петлю мне нужно провязать вместе с изнаночными дужками петель. Спускаюсь вниз сразу под петлю, подхватываю 2 изнаночные дужки петель. Переношу их на левую спицу и провязываю одной лицевой петлей. Далее 5 лицевых петель. Обратно спускаюсь сразу под петлю. По данной дорожке подхватываю 2 изнаночные дужки петель, которые располагаются на этой дорожке. Переношу их на левую спицу и провязываю одной лицевой петлей. Провязываю 5 лицевых далее. Обратно следующую петлю мне нужно провязать вместе с изнаночными дужками петель. Последняя петля кромочная. Мы с вами вместе провязали 15 ряд и сделали вот такие вот перемычки в узоре. Далее 16, 17 и 18 ряд ниточкой желтого цвета провязываем самостоятельно. Получается 16 ряд все петли лицевыми, 17 ряд все петли изнаночные и 18 ряд все петли лицевыми. Я самостоятельно довязала третий раппорт нашего узора ниточкой желтого цвета. И у нас получается на данный момент провязано в нашей заготовке 3 раппорта узора. Если посмотреть на готовом слитке, 1, 2 полоса это 1 раппорт данного узора, 3 и 4 полоса это 2 раппорт, 5 и 6 это 3 раппорт, 7 и 8 полоса это 4 раппорт. Поэтому я сейчас самостоятельно провяжу 1 раппорт данного узора в высоту. Только вывяжем его с 3 по 16 ряд. 17 и 18 ряд я уже вывязывать не буду. Я буду делать убавление петель. Встретимся с вами, когда провяжем 4 раппорт узора. И я провязала 4 раппорт узора с 3 по 16 ряд. На данный момент моя заготовочка выглядит таким вот образом. Если померить в сантиметрах, мысок вместе с манжетом и резиночкой составляет 16 сантиметров. Ширина моего мыска примерно 8 сантиметров. Все, дальше я узор свой не буду вывязывать. Но смотрите, вот эту вот длину мыска для каждого размера ноги вы делаете разную. И именно длиной этого мыска вы можете отрегулировать размер вашей ножки. Я, получается, свои слитки вяжу на размер ножки 38, и если вы вяжете на такой же размер, который вяжу я, столько же вяжите, сколько вяжу я. Если ваши размеры либо меньше моего, либо больше, тогда именно длиной мыска вы можете отрегулировать именно этот размер. Получается, если ваш размер ножки поменьше, тогда длину этого мыска вы просто вяжете меньше, примерно на пол раппорта меньше. Если вдруг вы хотите ваш следок связать на больший размер ноги, тогда дополнительно свяжите еще пол раппорта примерно. Получается, когда мы с вами сделаем убавление петель на пальчике, далее мы будем поднимать петли по контуру нашей заготовки. И если вы вязали вашу заготовочку на меньший размер ножки, то есть вы делали меньше длины ваш мысок, тогда соответственно по контуру вашей заготовки будет меньшее количество петель, чем у меня, и соответственно размер ножки у вас получится меньше. Также
Если вы вязали на размер ножки побольше, когда вы будете поднимать петли по контуру вашей заготовки, у вас петель поднимется больше, чем у меня, и соответственно размер вашего следка будет больше, чем у меня. У нас будет подниматься из каждой кромочной петли по мыску с каждой стороны одна петля. После того, когда вы вывяжете данную заготовку, обязательно примерьте ее на свою ножку. Я примерю на манекен ножки. И получается, длина вашего мыска должна закрывать полностью мизинец вашей ноги. Вот таким вот образом. Все остальные пальчики закроют то расстояние, когда вы будете убавлять петли именно для мыска. Поэтому, если вы вдруг не можете определиться, сколько вам вязать в длину ваш мысок, тогда примеряйте заготовку на ногу и ориентируйтесь по своей ноге. После того, когда вы убедились, что вам длины вашего мыска достаточно, вы отрегулировали длину вашего мыска под свой размер ножки, далее мы ниточку голубого цвета обрезаем, она нам больше не нужна, и сейчас будем убавлять петли именно ниточкой желтого цвета, это наш первый цвет. Все ненужные кончики, которые у вас остаются от нитей, вы прячете по изнаночной стороне самостоятельно. На убавление петель у меня уйдет 6 рядов. Первый ряд убавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Вторую и третью петлю я провяжу вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. И когда у нас на левой спице остается 3 петли, я первую и вторую петлю также провяжу вместе одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей на протяжении всего вязания. Таким образом мы с вами убавили одну петлю в самом начале, вторую петлю в самом конце. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, приступаем ко второму ряду убавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Таким образом мы будем вязать все изнаночные ряды. Третий лицевой ряд убавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, вторую и третью петлю я провяжу вместе одной лицевой за верхние правые стеночки петель. Далее провязываю все петли лицевыми, не довязывая 3 петель до конца ряда. И в самом конце, когда у нас остается 3 петли на левой спице, я первую и вторую петлю провязываю вместе одной лицевой, и последняя петля кромочная. Следующий 4-й ряд по изнаночной стороне вы вяжете самостоятельно все петли лицевые. Приступаем к 5-му лицевому ряду, и именно в этом ряду мы с вами убавим не 2 петли, а 3. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, вторую и третью петлю я провяжу вместе одной лицевой за правые верхние стеночки. Далее провязываю 1 лицевая петля, и следующие 2 петли я также провяжу вместе одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Далее провязываю 2 лицевые петли, и следующие 2 петли я также провяжу вместе одной лицевой. Последняя петля кромочная. У нас на спице осталось 8 петель. Далее 6-й изнаночный ряд вы вяжете самостоятельно все петли лицевые. Мы с вами сделали все убавления петель. Если померить в сантиметрах, именно убавление петель у меня составило 2 сантиметра. Общая заготовочка на данный момент 18 сантиметров. Мы, получается, с вами вывязали полностью весь наш мысок. Далее будем вывязывать подъем следка. Ниточку желтого цвета вы обрезаете именно в мыске. Кончик прячете по изнаночной стороне самостоятельно. Если посмотреть на готовый следок,
Вот это вот полосатое полотно, это будет наш подъем слитка. Он у нас состоит из 5 платочных дорожек. Получается, одна платочная дорожка ниточкой голубого цвета, вторая желтым, третья голубым, четвертая желтым и пятая голубым. 5 платочных дорожек. И сейчас мы будем вязать именно теми рабочими нитками, которые мы с вами оставляли. Если вы вдруг здесь обрезали ниточки именно в этом месте, тогда будете присоединять так же, как я присоединяла в мыске. Сейчас, когда мы будем с вами поднимать все петли по контуру нашей заготовки, вы можете воспользоваться как чулочными спицами, так и круговыми спицами. Я буду далее вязать на круговой спице на леске. Если вдруг у вас нету спицы на леске, тогда распределяйте все петли на чулочные спицы. Сейчас я беру ниточку голубого цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее все петли с этой спицы я буду провязывать лицевыми. Мы с вами, получается, провязали одну часть петель. Далее по краю мыска мы будем поднимать сейчас петли. Для этого я воспользуюсь крючком. Получается, из каждой кромочной петли у меня будет подниматься на крючок по одной петле. Ввожу крючок в первую кромочную петлю по данному краю мыска, подхватываю свою рабочую нить и поднимаю первую петлю на крючок. В следующую кромочную петлю ввожу крючок, подхватываю рабочую нить, и у нас на крючок поднялась вторая петля. И таким образом я поднимаю все петли по данному краю мыска. Если вы вязали мысок такой же длины, как и у меня, у вас должно сейчас будет подняться на крючок 21 петля. Далее вот эти вот все петли я перенесу на мою рабочую спицу. Я подняла все петли по одному краю мыска. Теперь мы должны провязать петли, которые находятся на следующей моей чулочной спице. Эти петли также мы провязываем все лицевыми. Далее берем обратно крючок и по второму краю мыска мы также должны поднять все петли. У нас должно получиться столько же петель, сколько и по первой части мыска мы с вами поднимали. Ввожу крючок в кромочную петлю за 2 дужки, подхватываю рабочую нить, и у меня на крючке получилась первая петля. Далее в следующую кромочную петлю ввожу крючок, подхватываю рабочую нить, и у меня на крючке вторая петля. И таким образом я буду вводить крючок в каждую кромочную петлю, и из каждой кромочной петли у меня будет поднято по одной петле на крючок. Далее все вот эти вот петли, которые у нас поднимутся на крючок, я перенесу на мою рабочую спицу. По второму краю мыска я также подняла все петли, в моем случае это 21 петля, и осталось нам провязать вот эту вот часть петель. Так же как все остальные петли, мы их провязываем лицевыми. Последняя петля уже на левой спице будет провязываться изнаночной, так как она у нас будет кромочная. Мы с вами подняли все петли по контуру нашей заготовки. И в данной моей заготовке поднялась по контуру 80 петель. У вас может быть другое количество петель, если вы вязали ваш мысочек либо длиннее, чем у меня, либо короче. И соответственно, когда мы с вами поднимали петли, это мы провязали первый ряд нашего подъема. Подъем наш вывязывается платочными дорожками. Это значит, как в лицевом, так и в изнаночном ряду мы будем провязывать все петли лицевыми. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и будем приступать ко второму ряду нашего подъема. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли мы должны провязать лицевыми.
Если вы вдруг вяжете на круговых спицах на леске так же, как и я, и в некоторых местах вам неудобно вязать, делаете из лески вот такую вот петельку в любом месте, где вам неудобно, и продолжаете вязать далее. Довязываете данный ряд по изнаночной стороне самостоятельно до конца ряда. Все петли лицевыми. Самая последняя петля будет провязываться изнаночной, так как она у нас является кромочной. Мы с вами довязали второй ряд нашего подъема по изнаночной стороне самостоятельно. И у нас получилась одна платочная дорожка. Получается, одна платочная дорожка состоит из двух рядов. Один лицевой, второй изнаночный. Далее с этого края беру ниточку желтого цвета, только обязательно перекручивайте данные две рабочие нити, чтобы не образовывалось по краю сильно больших протяжек. И следующие два ряда ниточкой уже желтого цвета мы провяжем также все петли лицевыми. И после того, как мы с вами провяжем два ряда ниточкой желтого цвета, у нас получится вторая уже платочная дорожка. Рабочие ниточки меняем через каждые два ряда. Получается, первую платочную дорожку ниточкой голубого цвета мы с вами вывязали. Дальше вяжем два ряда ниточкой желтого цвета, один лицевой, второй изнаночный ряд, два ряда ниточкой голубого цвета, два желтого и два голубого. Всего нам нужно провязать самостоятельно еще 4 платочные дорожки. Это соответственно 8 рядов лицевыми петлями. Я вывязала весь подъем моего слитка. Получается, вот как вы видите, 5 платочных дорожек. Голубая, желтая, голубая, желтая и голубая. Если померить в сантиметрах, примерно мой подъем будет составлять 3 сантиметра. И после того, когда полностью наша заготовочка готова, мы будем с вами вывязывать подошву нашего слитка. На подошву я отдаю центральные 14 петель. Всего у меня располагается здесь 80 петель. И оставшиеся 66 петель я делю на две части. Получается, у меня с одной стороны будет оставаться 33 петли, и с другой стороны оставаться 33 петли. И сейчас мы вот эти вот петли будем убавлять. Если у вас другое количество петель располагается на спице, тогда вы также отдаете центральные 14 петель на подошву, а все остальные петли также делите на две равные части. Если вдруг ваши петли на две равные части не делятся, тогда можете на подошву оставить, допустим, не 14 петель, а 13, чтобы вот эти вот части были равны у вас. Нить желтого цвета мы обрезаем, кончик закрепим по изнаночной стороне и обрежем. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее мне нужно провязать, если вместе с кромочной, 33 петли. И так далее. Я буду провязывать 33 петли вместе с кромочной. 33 петли я провязала вместе с кромочной. И далее вяжем петли подошвы. Провязываем первая петля лицевыми петлями. Между первой и второй петлей я повешу первый мой маркер. Далее вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, 9, 10, 11, 12 и 13. И между 13 и 14 петлей я повешу второй маркер. И далее после второго маркера 14 петля и следующая боковая 15 петля у нас провязывается в каждом лицевом ряду одной изнаночной петлей за верхние стеночки петли. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю. И далее до следующего маркера я провязываю все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю. И сразу после второго маркера во всех изнаночных рядах мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей. Давайте еще раз повторим. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю. Далее до следующего маркера я провязываю все петли лицевыми.
Второй маркер перебрасываю. И сразу после второго маркера, так как это у нас лицевая сторона, я провязываю 2 петли вместе одной изнаночной петлей за верхние стеночки петли. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю, и далее до второго маркера я провязываю все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю, и сразу после второго маркера я провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей. И таким образом вы будете вязать далее самостоятельно. Получается, все лицевые ряды. Первую кромочную петлю вы снимаете, далее между маркерами провязываете все петли лицевыми, и сразу после второго маркера провязываете 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Во всех изнаночных рядах первую кромочную петлю вы снимаете, маркер перебрасываете, и далее до второго маркера вы провязываете все петли лицевыми. Сразу после второго маркера вы провязываете 2 петли вместе одной лицевой петлей. Таким образом, вы будете убавлять петли с двух сторон до тех пор, пока у вас с каждого края не останется по 5 петель. Я вывязала мою подошву до тех пор, пока у меня с каждого края не осталось по 5 петель, плюс 14 петель это петли подошвы. И сейчас с этого момента мы с вами будем убавлять петли не только по бокам, но и петли уже в подошве. И за счет этого у нас с вами будет заужение петель для пяточки. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее вяжу все петли лицевые, не довязывая до следующего маркера 2 петли. У меня до маркера осталось 2 петли, и эти 2 петли я буду провязывать одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Маркер перебрасываю, и сразу после маркера, как и обычно, так как это у нас лицевая сторона, мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до следующего маркера 2 петли. У меня до маркера остается 2 петли, и эти 2 петли я провязываю в каждом ряду одной лицевой петлей. Маркер перебрасываю сразу после маркера, так как это у нас изнаночная сторона, я провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей. Таким образом мы далее будем провязывать с вами лицевые и изнаночные ряды. Просто в конце каждого ряда, как лицевого, так и изнаночного, перед вторым маркером мы 2 петли вместе провязываем одной лицевой петлей. А так все остается как и было. Давайте еще раз повторим. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее я провязываю все петли лицевыми, не довязывая до второго маркера 2 петли. У меня до маркера остается 2 петли, и их я провязываю в каждом ряду одной лицевой петлей. Маркер я перебрасываю, и так как это у нас лицевая сторона, сразу после маркера я провязываю 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваю вязание, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее провязываю все петли лицевыми, не довязывая до второго маркера 2 петли. И вот эти вот 2 петли мы провязываем одной лицевой петлей. Маркер я перебрасываю, и сразу после маркера во всех изнаночных рядах мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей. И далее провязывайте таким же образом, пока у вас не убавятся все ваши боковые петли. Я убавила все боковые петли. Сейчас мы маркеры снимаем, они нам больше не нужны. Первую петлю я снимаю, не провязывая, следующие 2 петли я провязываю вместе одной лицевой. Последнюю петлю провязываю изнаночной. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, 2 следующие петли я провязываю вместе, как одна лицевая петля. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. У нас осталась одна открытая петля. Нить рабочую я обрезаю немножко подлиннее, чтобы этой нитью сейчас сшить данный шов, и продеваю в данную петлю.
Вот такая вот подошва у нас с вами получилась. Теперь беру иголочку с широким ушком и вдену мою рабочую нить в иглу. Сшивать будем не закромочные петли, а дужки петель, которые располагаются сразу за кромочной петлей, как с одной, так и со второй стороны. Я ввожу иголочку за дужку петли, которая располагается сразу за кромочной петлей. Иголочку ввожу снизу вверх с одной стороны. И таким же образом со второй стороны ищу первую платочную дорожку и ввожу иглу в дужку от платочной дорожки, которая располагается сразу за кромочной петлей. Вот таким вот образом. Далее ищу следующую платочную дорожку и ввожу иглу в дужку, которая располагается сразу за кромочной петлей. Иголочку ввожу снизу вверх с одной стороны и таким же образом со второй стороны. Следующая платочная дорожка с одной стороны и таким же образом со второй стороны. И таким образом мы с вами сшиваем пока что наши платочные дорожки. Платочные дорожки я сшила, вот таким вот образом все это выглядит. Теперь мы будем дальше сшивать рисунок. И сшивать узор мы будем таким же способом. Не за кромочные дужки петель, а за вот эти внутренние дужки, которые располагаются сразу за кромочной петлей. Только внимательно смотрите, желтую часть с желтой сшиваем, голубую с голубой. Получается, вводим иголочку снизу вверх за внутренние дужки петель, которые располагаются сразу за кромочной петлей с одной стороны и таким же образом со второй стороны. С одной стороны и таким же образом со второй стороны. Далее у меня по рисунку изнаночные дужки петель располагаются. Вводим иголочку за изнаночную дужку желтого цвета с одной стороны и таким же образом со второй стороны. С одной стороны и таким же образом со второй стороны. Далее таким образом вы будете сшивать до нашей резинки самостоятельно. Далее я взяла нить желтого цвета, закрепила ее на изнаночной стороне и вдела иглу в данную нить. И теперь этой нитью будем сшивать именно в резиночку нашего слитка. Сшивать будем таким же способом, как мы сшивали основной наш шов. Вводим иголочку за дужку, которая располагается сразу за кромочной петлей. Иголку вводим снизу вверх с одной стороны и таким же образом со второй стороны. И таким вот образом мы будем сшивать всю нашу резиночку. Сшиваем до конца нашу резинку, затем нить выводим на изнаночную сторону, закрепим по изнанке и обрежем. И после того, как мы с вами спрятали все кончики, сшили данный шов слитка, очень все красиво, аккуратно получилось. Наши слитки на этом готовы. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.